Поведаю вам историю, что произошла весной этого года. Я живу в Москве, в одном из спальных районов. Типичная картина. Панельные дома, промзона, стройки, область рядом. У нас все спокойно и тихо, не считая редких пьяных дебошей до драк с хулиганами. Но вот пару месяцев назад у нас стали пропадать люди. Только из моего подъезда исчезло 2. А в общей сложности их было около 10. Само собой, в народе пошла молва об объявившемся маньяке. Около подъездов висели объявления с призывами не гулять одним в темное время суток. В общем, граждане старались соблюдать локальный комендантский час. Мне тоже было не по себе. По вечерам, если хотелось погулять, созывал всех, кого можно. Но люди продолжали исчезать. И вот как-то раз я возвращался домой с учебы. На дворе было еще светло, май все-таки. Настроение приподнятое, так как сегодня в университете удалось закрыть давний долг. Путь мой лежал через стройку. Очередной жилой дом понемногу рос из земли, возводимый то ли таджиками, то ли молдаванами. Промышленная романтика привлекает меня. Потому я оглядывал огромный огороженный пустырь, по которому сновали люди в синих комбинезонах, перекликиваясь грубыми возгласами. Вот высотный кран, вот желтый и немецкий бульдозер, вот штабель огромных опорных балок, груды кирпичей, бетономешалка. Внезапно мой взгляд выхватил из общей картины строителя, быстрым шагом направляющегося в барак для рабочих. Все в нем было вроде нормально, вот только в руках он нес женскую сумочку. В своем запыленном комбинезоне, бородатый, немытый, он держал в руке убогую подделку под Шанель. Это выглядело, наверное, комично, но внутри меня все похолодело. Зачем ему она? Откуда? Подарок даме? Какая дама у гастарбайтера? У него все родные на родине. Трансвестит? Или украл? А вот это очень может быть. Я считаю себя человеком с активной гражданской позицией, поэтому без колебаний пошел и сообщил нашему участковому об этом строителе. Мой отец с Петром Васильевичем хорошие друзья, да и с раскрываемостью у господина полицейского не ахти, поэтому он пообещал проверить, что да как. На этом мое участие в истории завершается. Петр Васильевич прибыл на стройку. После долгих припираний со строителями оказался в бараке, где начал проводить обыск. В дверях столпились насупленные, встревоженные рабочие. В самом дальнем углу, бедно освещенной пародией на жилое помещение, он обнаружил накрытую брезентом гору из мужских и женских сумок, сапог и ботинок, а также 2 дорогих ошейника. Участковый немедленно связался по рации с опергруппой, достал табельный пистолет и приказал всем лечь на пол. Опергруппа задержала 16 строителей во главе с прорабом. Вскоре шайка созналась в том, что похищала людей с целью завладеть их имуществом. А еще им нечего было кушать. Даже бывалые оперативники оторопели от услышанного. Гастарбайтеры жаловались на скупых работодателей, месяцами не выдающим заработанные деньги на холод и голод. Копали недолго, земля была мягкой. В воздухе распространялся запах перегноя и падали. Строители тем временем рассказывали, как они утилизировали тела, расчленяли их болгарками, все съестное оставляли себе, потроха, кости и головы сваливали в могилу. Ценные вещи делили между собой. Понимая, что терять им больше нечего, рассказывали, какие блюда готовили из наших соседей, нахваливали пловы, гуляши и бульоны. Закатывали мясо в банки на зиму. Следователям хотелось пристрелить выродков на месте без суда и следствия. Наконец, в следственной группе открылось массовое захоронение. Фрагменты 13 человеческих тел и останки 4 собак. Тут и там из земли скалились черепа. На некоторых костях сохранилось мясо, но с большинства оно было счищено ножом. Даже видавшие виды опера отворачивались, иных мутило. На закрытом заседании всем вынесли пожизненное. Никто из них не дожил и до зимы.